То самое ужасное утро, которое никто из нас не мог себе представить. У меня была полная растерянность и абсолютное отрицание понимать происходящую ситуацию. Почти 10 лет я не покупала никаких косметических средств, разве что зубную пасту. И я поняла, что пора начинать действовать. Всем здравствуйте! С вами Елена на канале Косметическая кухня Бьюр. И сегодня я хотела поделиться историей, где я была 24 февраля 2022 года и что со мной происходило после этого. На своем канале я всегда делилась рецептами и уроками приготовления косметики, которые я снимала, находясь в Украине и имея под рукой все необходимые инструменты, компоненты и технику для съемок. Сейчас все мои подписчики заметили, что на моем канале видеоуроков стало намного меньше. И все это по причине отсутствия косметических компонентов для разработки и тестирования новых рецептур, а также техники для самих съемок. И как вы можете заметить, я сейчас снимаю видео в парке в дневное время, где хороший свет, потому что студии для съемок и моих любимых зонтов, свет которых делал меня очень красиво на видео, у меня сейчас нет. Но давайте же вернемся к 24 февраля. То самое ужасное утро, которое никто из нас не мог себе представить. Я проснулась в 7 утра, и первое, что я увидела, это сообщение от сотрудницы, что на всю Украину были нанесены ракетные удары, что склад на работу не выходит, а в офис выйдет всего несколько сотрудников, которые живут по соседству. А далее сообщение от брата, что в 4:55 утра Россия начала войну с Украиной, введено военное положение. У меня была полная растерянность и абсолютное отрицание понимать происходящую ситуацию. В этот момент я находилась во Франции, куда я уехала еще в январе 2022 года и должна была возвращаться в Одессу в марте. Уже на протяжении 2 лет я живу между 2 стран в связи со своей личной жизнью. Часть времени я всегда проводила во Франции, потом возвращалась в Украину для того, чтобы снимать новые видеоуроки, тестировать компоненты и делиться всеми наработками с вами. Поэтому, кто еще не подписан на канал, смело нажимайте подписку, колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых уроков. Ведь в ближайшее время я возобновляю публикацию видеоуроков и новых рецептур. Сейчас я нахожусь во Франции уже 4 месяца и работаю удаленно, выполняя всю операционную работу для того, чтобы магазин Бьюр продолжал бесперебойно работать. Как именно мы сейчас работаем и что происходит с рынком косметического сырья, вы можете увидеть в предыдущем видео. Сейчас в Бьюр очень надежный штат сотрудников, где каждый из них знает, что он делает и выполняет свои задачи наилучшим образом. Именно благодаря этим людям каждый из вас может получить свои заказы своевременно. Но как ни крути, есть часть работы, которую выполняла только я, а именно ведение YouTube-канала и съемка всего видеоконтента для него. Уезжая в январе, я знала, что вернусь в марте, поэтому весь видеоконтент был подготовлен по апрель включительно, то есть с небольшим запасиком, если я вдруг задержусь. Но, как вы знаете, в Одессу я не вернулась. И, следовательно, никакой видеоконтент я создавать не могла, потому что у меня не было с собой абсолютно ничего. Да и в принципе несколько первых недель я находилась в таком подавленном состоянии, что ничего, кроме как проверять новости и тихо плакать, я больше делать не могла. Огромное переживание за семью, которая осталась в Украине, брат с женой, с моим маленьким племянником, которые ни в какую не хотели уезжать из Одессы, родители, которые хоть и живут в небольшом городе, но это не является признаком безопасного места. 2 недели практически без нормального сна, когда в 4 утра ты просыпаешься от тахикардии и больше не можешь уснуть. Нервные вздрагивания каждый раз, когда ты получаешь смс-ку от своих родных. Ведь в этой смс-ке может быть не только новость о том, что все в порядке, но и новость о случившемся горе. Я не хочу сильно углубляться во внутренние переживания, ведь такое же состояние пережили десятки миллионов людей. И многие люди прошли через гораздо большее горе. И читая такие ужасные новости, работать было невозможно. Но время шло, и потихоньку приходило осознание, что нужно начинать двигаться. Я увидела, что в магазин приходят заказы, украинские производства косметики начали выпускать новые партии, а наши клиенты начали писать, что они ждут новые статьи и новые видеоуроки от нашего канала. И я поняла, что пора начинать действовать. И в этот же момент я увидела новость, что частные автоперевозчики возобновили свою доставку посылок из Украины во Францию.
Мне собрали огромный заказ всего необходимого на первое время, и через 1,5 недели я получила свою посылочку и снова начала готовить косметику. Я снова начала делать то, что я люблю. Разработка рецептур, тестирование, выливание не получившихся формул в раковину. Но вот этот момент, кстати, для меня был очень болезненным, потому что если я находилась дома и испортила компонент, я просто шла на склад и снова брала этот компонент и продолжала разработку. А здесь, если я испортила компонент и вылила его в раковину, все, разработку рецептуры я не могу продолжать, потому что попросту нету сырья. Я знаю, что очень многие из вас выехали за границу, ведь нам пришло десятки запросов о том, отправляем ли мы заказы в другие страны. Да, дорогие мои, мы отправляем заказы с помощью Укрпочты, поэтому не отказывайте себе в удовольствии получить косметические компоненты и снова заниматься любимым хобби. Сейчас мне очень сильно хочется вернуться в Украину, зайти в свою квартиру, принять любимую ванну, зажечь свечи, которые до сих пор стоят в моей квартире. Потом проснуться с утра и быстро в попыхах собираться, мчать на склад, ведь пришла новая партия косметической упаковки, и мне хочется потрогать этот красивый флакон, быстренько сделать видео и выложить этот новый флакон в сторис для того, чтобы все могли увидеть, какой же он красивый. Находясь далеко, очень сильно скучаешь за прежней жизнью, но морально пытаешься принять факт, что, возможно, в прежней жизни ты уже не вернешься никогда, как и, возможно, больше никогда не увидишь свой дом. Мне кажется, если принять этот факт для себя, принять и отпустить его, тогда на душе станет немножко легче. Сейчас я во Франции вместе со своей дочерью. Мы вместе пытаемся учить новый язык. Она постоянно просит приехать обратно в Одессу и ужасно протестует против новой французской школы, в которой она ничего не понимает. Сейчас в школе, где учится моя дочь, появилось много детей из Украины, которые бежали от войны. И я рада, что у моего ребенка появились друзья, с которыми она может просто поговорить и поделиться своими как хорошими, так и плохими эмоциями. В завершение хочу сказать, что я начала снимать новые видеоуроки, и сейчас на моем канале будут выходить как вот такие вот болтательные видео, так и стандартные видеорецепты. А еще хотела бы добавить, что оказавшись в ситуации, когда вся моя косметика, которую я сама делала в Одессе, закончилась, у меня нет никаких косметических компонентов, мне пришлось углубиться в рынок промышленной косметики и найти что-то подходящее для моей кожи и волос. Почти 10 лет я не покупала никаких косметических средств, разве что зубную пасту. Представляете, каково мне было идти и считать составы сотен косметических средств для того, чтобы найти то самое правильное средство. Я изучила составы различных распиаренных брендов, и, честно скажу, они мне не понравились. Для себя я выделила 3 французских бренда, очень лаконичных по составу и подбору компонентов, но при этом они оказались очень приемлемые по цене. Скажите, пожалуйста, нужно ли снять видео о том, по какому принципу я выбирала для себя промышленную косметику, разобрать составы купленных мною косметических средств, а также рассказать, почему известные брендовые кремы не так уж хороши и что они содержат в своем составе. Пишите ваши комментарии, мне очень важна обратная связь, и, конечно же, не забывайте ставить лайки видеоуроку и подписываться на канал, если вы еще не с нами.